Трамп просит помощи у Путина. Чего хочет американский президент от Кремля? Заявление перед саммитом в Гааге. Зеленский собирается создать спецтрибунал для Путина и просит ЕС инвестировать в украинский ВПК. Почему на саммите НАТО на этот раз Зеленский не в свете софитов, а на втором плане? Кто решил его подвинуть? $1,5 триллиона обойдется миру война НАТО и России. Реакция Кремля на обвинения и срочное заявление Лаврова. Белый дом должен опустить импичмент Трампу. Решение Палаты представителей, кто проголосовал за, пока президент покинул Америку. Польский эксперимент с 4-дневным рабочим графиком. Узбекистан начинает войну с теми, кто жжет свет и газ бесконтрольно, а Израиль вновь заявляет о готовности ударить по ядерным объектам Ирана. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. От Лапландии до Люблина НАТО собирается забросать восточный фланг Альянса минами. Европа вот-вот будет огорожена железным и взрывоопасным занавесом. Об этом пишет The Telegraph. Издание уточняет, что страны Альянса решили, мины нужны, чтобы сдержать, вероятно, в будущем российских солдат, которые двинутся на запад. Для каждой ноги противопехотная мина. Авторы материала уточняют, что работа над стратегией уже кипит. Военные планировщики уже определяют, какие участки европейских лесов и озер будут усеяны этими смертоносными устройствами, начиненными взрывчаткой и осколками, если Владимир Путин начнет собирать силы против Альянса. Надвигающееся возвращение минных полей на огромных территориях Европы сигнализирует о тихой кончине международной кампании по запрету этого оружия, которую активно поддерживала покойная принцесса Диана. Такой материал появился в прессе, в то время как в Гааге проходит саммит НАТО. Туда уже прилетели все лидеры стран-членов Альянса. Макрон прибыл с супругой Брижит. На этот раз никаких семейных игр или же пощечин на выходе из самолета не было. Мировые издания пишут, что Альянс переживает опасный кризис за десятки лет. И все из-за Трампа, который во второй раз пришел в Белый дом. The Washington Post также пишет, что с 2022 года Зеленский всегда был почетным гостем на саммитах НАТО. Однако в этом году он уже не в свете софитов и отошел на второй план. Ведь лидеры стран НАТО не хотят раздражать Трампа. Тем не менее, Зеленский также в Гааге и уже призвал партнеров инвестировать в украинский ВПК. При этом он упрекнул Китай, Тайвань, Европу и даже США за то, что их продукция по сей день используется Россией для создания вооружения. Мы все понимаем, что источник этой войны и долгосрочная угроза европейскому образу жизни – это Россия. Но на деле мы сталкиваемся не только с одной Россией. Мы имеем дело с сетью государственных и негосударственных субъектов, которые служат делу агрессора. В эту сеть входит Россия, Северная Корея, нынешний режим в Иране, китайские компании. Уже 25 июня Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе собираются подписать соглашение о создании специального трибунала для Путина. Тем временем Урсула фон дер Ляйен говорит, что на Путина надо давить. Далее прямая речь. Мы должны оказывать давление на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно участвовал в переговорах о справедливом и прочном мире. Поэтому 18-й пакет санкций является жестким, суровым. Я знаю, что наши друзья из G7 последуют этому примеру со своими санкциями. Все это ясно дает понять, что вы среди друзей. Вы можете рассчитывать на нас. Мы стоим на вашей стороне. Генсек НАТО Рютте тем временем надеется, что война скоро закончится. Это была цитата. Кроме того, Рютте хочет, чтобы Украина была вооружена до зубов. И вот почему. Если это займет больше времени, у вас будет поддержка в виде военных возможностей. А также, когда наступит мир или долгосрочное перемирие, вы будете настолько сильны, что Владимир Владимирович Путин никогда больше не попытается захватить ни одного квадратного километра Украины. Украина может победить. Такое резонансное заявление, которое также активно сейчас тиражируется в прессе и уже обсуждается, сделал представитель команды Трампа, кандидат на должность главкома ВС США в Европе. Свою точку зрения он обосновывает так. Давайте послушаем. Я могу сказать, что война между Украиной и Россией длится уже давно. Много людей погибло. Мы потратили много денег. Может ли Украина победить?
Сенатор, я думаю, что Украина может победить. Я считаю, что когда твоя родина находится под угрозой, ты сражаешься с такой решимостью, которую нам трудно представить, если мы сами не оказывались в подобной ситуации. И вновь на повестке дня возможная война между Россией и НАТО. Заявления похожи на предыдущие. Такой конфликт может стать реальностью в ближайшие 5 лет, уверяют в странах ЕС. Bloomberg пишет, что такая война обойдется миру в $1,5 триллиона, а Эстония, Латвия и Литва станут наиболее вероятной точкой конфликта, уточняют авторы издания. Эти 3 балтийские страны составляют лишь малую долю европейской экономики, но стратегически они критически важны. Будучи единственными членами НАТО, которые ранее находились под прямым управлением Советского Союза и имея значительные русскоязычные меньшинства, они занимают особое место в искаженном историческом воображении Путина. У них также длинные границы с Россией и ее сателлитом – Белоруссией. Авторы материала также пишут, что независимо от того, что говорит Трамп, европейские лидеры не уверены, что могут полагаться на США. Да и сам Трамп, пока летел в Гаагу, поставил под сомнение обязательства Америки по защите союзников по НАТО, заявив, что существует множество трактовок ключевого пункта договора, 5-й статьи о взаимной обороне. А еще Трамп заявил, что ему нужна сделка с Путиным, и он просит помощи. Если в итоговой декларации саммита будет упоминание об агрессии России, будете ли вы согласны с такой формулировкой? Мне нужно будет посмотреть. Но, знаете, я хотел бы заключить сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал, могу ли я помочь с Ираном? Я ответил, нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой. И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией. В Кремле же тем временем отреагировали на публикации в прессе и заявления лидеров ЕС о возможной войне с НАТО. Песков говорит, что это информационный повод для того, чтобы, цитата, «протащить решение», конец цитаты, об увеличении расходов до 5% ВВП стран-членов Альянса. Поэтому Россия подошла на роль исчадия ада, говорит Кремль. Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации. Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает. Это реальность, которую мы имеем в виду. И поскольку нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна. Тем временем Лавров считает, что это ЕС стремится развязать большую войну, а Германия, по словам главы МИД РФ, забыла о мрачных страницах своей истории. Это также была цитата. Не нравится Лаврову и деятельность НАТО. Нельзя не видеть риски и в том, что НАТО выходит за пределы зоны своей традиционной ответственности, пытается закрепиться и на Ближнем Востоке, и в Закавказье, и в Центральной Азии. Напомню, что накануне Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО – это взаимная потребность, но сегодня это невозможно. Вероятно, этот вопрос даже не будет подниматься на встрече с Трампом, которая может произойти, ведь и Киев, и Вашингтон готовились к этому. Друзья, чью точку зрения из тех, что была показана, вы поддерживаете и разделяете? Кто, по-вашему, прав, а кто нет? Вспыхнет ли война до 2030 года и кто станет инициатором? Как всегда, поделитесь своей точкой зрения под этим видео, а я традиционно попрошу вас подписаться на канал «Время Прядко». И если не затруднит, поставьте лайк. Для платформы YouTube и для развития канала, для меня это важно. Большое спасибо, и я пока продолжу. Трамп должен уйти. В США вновь попытались убрать президента. Член Палаты представителей Эл Грин, демократ от Техаса, уже в 4-й раз объявил о намерении инициировать импичмент американскому президенту. На этот раз и повод есть – за американские удары по Ирану без согласования с Конгрессом. В резолюции утверждается, что Трамп злоупотребил президентскими полномочиями, кроме того, превращает американскую демократию в авторитаризм. В своей резолюции Грин называет Трампа авторитарным президентом и угрозой американской демократии. Техасский демократ также упоминает атаку на Капитолий 6 января 2021 года, спорную иммиграционную повестку президента и его нападки на федеральных судей как дополнительные основания для импичмента. Издание The Hill уточняет, что Палата представителей сорвала попытку Эл Грина объявить импичмент Трампу. 344 голоса против, 79 были за.
Интересно, но даже 128 демократов проголосовали вместе с республиканцами за отклонение инициативы. Тем временем Нетаньяху, которого буквально накануне Трамп критиковал за срыв перемирия, вновь заявил, что Израиль похоронил иранский ядерный проект. «Если кто-то там подумает возобновить его, ударим снова», — сказал Нетаньяху. Помимо этих слов, сейчас в Иране и Израиле обсуждают тему открытия воздушного пространства. В Тегеране накануне говорили, что небо будет закрытым до 24 июля. Но если будут изменения, то об этом будет объявлено официально. А в Израиле, по сообщениям СМИ, уже в эти часы происходит возобновление работы аэропортов. На данном этапе мы находимся на стадии плана «Безопасное возвращение». Постепенное возвращение приезжающих и уезжающих путешественников в соответствии с ограничениями и рекомендациями командования тыла. Мы перейдем к пятой и финальной стадии, что означает безопасное возвращение в условиях военного времени. Это позволит увеличить количество рейсов и пассажиров, въезжающих и выезжающих, как только будут сняты ограничения командования тыла. Польша на пороге трудовой революции. Уже с 30 июня 2025 года в стране стартует пилотная программа по сокращению рабочего времени. 6 часов в день вместо 8, 4 рабочих дня и 3-дневные выходные или дополнительные отпуска. Все это без снижения зарплаты. А работодатели, решившиеся на эксперимент, могут получить до 1 миллиона злотых поддержки от государства. Программа охватит частные компании, госучреждения и некоммерческие организации. Министерство семьи и труда выделяет на первый этап проекта 10 миллионов злотых. За основу взяты успешные кейсы. Так, в некоторых городах и фирмах Польши люди имеют уже сокращенный день, благодаря чему снизилась текучесть кадров и выросла прибыль. Польша хочет идти по стопам Франции и Дании, стран, где уже давно работают меньше, но эффективнее. Новая система продлится от 15 до 18 месяцев, и если результаты окажутся успешными, в дело вступит законодательство. Работники, у которых не хватает времени на отдых, нередко сталкиваются с профессиональным выгоранием, чаще допускают ошибки на работе, что приводит к несчастным случаям. Сокращение рабочего времени, напротив, улучшает здоровье работников, снижает риск выгорания, дает больше времени для семьи, а также предоставляет возможности для личного развития и более длительной профессиональной активности. Друзья, как много работаете вы? Сколько часов в день и в неделю? Сталкиваетесь ли вы с выгоранием? И считаете ли такой подход с сокращенным днем и 3 выходными в неделю правильным? Вероятно, найдется не так много людей, которые по своей воле готовы работать без остановки 24/7. Ведь так? В Узбекистане закручивают гайки, штрафы и жесткий контроль за перерасход света и газа. Ташкент на полном серьезе планирует взяться за борьбу с энергетическим беспределом. В стране готовится жесткий ответ тем, кто нелегально подключается к сетям и бессовестно жжет свет и газ. Впервые под ударом окажутся не только компании, но и индивидуальные предприниматели. Теперь за перерасход и незаконные подключения придется платить не только по счетам, но и штрафами. Депутаты уже одобрили соответствующий законопроект в первом чтении. Итак, индивидуальные предприниматели теперь тоже в игре. Их официально признают ответственными за перерасход электроэнергии, газа и воды. Помимо инспекторов Узэнерго, полиция и МЧС могут стать новыми энергетическими контролерами. Самовольное подключение равно серьезное нарушение. Врезался в электричество, газ или воду без разрешения, жди визит с протоколом. И он будет совсем недружелюбный. Издание «Подробно УЗ» уточняет, что по официальным данным только в 2024 году выявлено 17,5 тысяч случаев безхозяйственного расхода электроэнергии индивидуальными предпринимателями и 7,5 тысяч нарушений при использовании газа в качестве топлива или сырья. И напоследок сенсация из Чили. В пустыне Атакама, самой сухой точке Земли, теперь растет салат. Причем не просто так, а на воде, добытой из воздуха. На склонах холмов и посреди песчаной равнины местные исследователи и фермеры устанавливают специальные ловушки тумана. Сети, которые собирают мельчайшие капли влаги прямо из тумана. В ассоциации ловцов тумана, оказывается, такая существует. Говорят, что на основе этой воды они наладили выращивание гидропонного салата. Аграрии пробовали сажать и другие культуры, но в условиях экстремальной засухи прижился именно салат. В отдельных точках пустыни также начали расти лимонные деревья, и все это на воде, опять же, из тумана. Университетский центр изучения пустыни Атакама запускает онлайн-карту с зонами, где можно будет собирать этот туман. Ученые уверены, такие технологии будущее, особенно на фоне глобального дефицита пресной воды.
Мы можем собирать от 1000 до 1400 литров воды в этих неприветливых местах, где природа явно не благоприятствует нам в других аспектах, но у нас есть потенциал для жизни — это вода. Как только мы узнали об этом проекте, мы не отступили, потому что это жизненно важно для выживания человечества. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео, и я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!